Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. Я покажу, как снять изоляцию с медного провода. Рассмотрим, как снять изоляцию с плоского кабеля моножильного марки ВВГ и как зачистить многожильный провод марки ШВВП. Чтобы снять изоляцию с кабеля, нужно разрезать внешнюю изоляцию, не повредив изоляцию жил. Обратите внимание на то, как расположены жилы. Они лежат в одной плоскости. Надрез следует проводить между жилами. Кладу кабель. Делаю надрез необходимой длины, в зависимости от того, что будет подключаться этим кабелем. Нажим такой, чтобы не насквозь прорезать изоляцию. А у самого края можно поднажать. Развожу части изоляции в сторону. Изоляция должна рваться по надрезу. Заворачиваю изоляцию как манжет. Теперь необходимо отрезать излишки либо кусачками, либо ножом, как кому удобней. Теперь нужно снять изоляцию с провода на такую длину, которую позволяет клемма. Для того, чтобы снять изоляцию с медного провода, можно использовать клещи съема изоляции КСИ. Это удобный инструмент, если речь идет о большом количестве проводов. Если у вас всего пара-тройка проводов, то вполне подойдет нож. Располагаю нож почти параллельно проводу. Срезаю до конца. Сгибаю и отрезаю излишек. Нельзя срезать изоляцию с моножильного провода, делая вот такой кольцевой надрез. С большой долей вероятности провод в этом месте отломится. Причем это может случиться не сразу, а в самый неподходящий момент. Теперь вы знаете, как снять изоляцию с кабеля ВВГ. Как зачистить многожильный провод. Сначала снимается наружная изоляция кабеля. Надрез нужно располагать между жилами, чтобы не прорезать изоляцию самих жил. Нож не должен прорезать наружную изоляцию насквозь. Он должен создавать линию, по которой изоляция легко разорвется. Насквозь нужно прорезать только в самом конце. Развожу края изоляции. Разрываю ее. Все. Сгибаю. Отрезаю или откусываю все лишнее. Теперь нужно снять изоляцию с провода. В месте разделки сгибаем многожильный провод и направляем нож почти параллельно проводу. Срезаю изоляцию. Стараюсь не перерезать отдельные проводки. Сгибаю изоляцию и удаляю ее. Ни в коем случае не следует снимать изоляцию так. Это непременно приведет к отрезанию отдельных проводков, к уменьшению общего сечения провода. Теперь понятно, как зачистить многожильный провод. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо.